Привет, мои дорогие! Мы с вами сейчас погадаем на тему, это будет такая диагностика вашей силы. То есть мы будем рассматривать вашу внутреннюю силу, насколько вы сейчас сильны, полны энергии, отваги, девочки. И посмотрите, еще и 10-й старший аркан Фортуна выпала. Так что загадывайте желание, и оно обязательно сбудется. Пока мы сейчас карты мешаем, девочки, выпала Фортуна с колоды. Значит, загадываем сейчас желание. Ставим лайчочек под видео, чтобы оно обязательно сбылось, ваше желание. И начинаем гадать. Ваша сила сейчас. У нас диагностика, мои дорогие. Ваша сила сейчас. Давайте посмотрим вашу энергетику и вашу силу. У нас 4 варианта, 4 стихии, 4 дамы разных стихий. И давайте глянем. Первый, второй, третий, четвертый вариант, мои дорогие. Давайте посмотрим. Ваша сила сейчас. Диагностика. Первый, второй, третий, четвертый вариант. Ваша сила сейчас. Что внутри вас? Какая сила? Какая энергетика с вас идет? И вы возьмите сейчас, подумайте, что с вас выходит какой-то поток, канатик какой-то, веревочка какая-то, да, кусочек радуги. И упадите на определенный вариант. Откуда, какая карта вам сейчас ближе? С какой вы можете соединиться? Давайте посмотрим. Давно не делали таких раскладов и будем делать сейчас. Ну что, выбирайте. Первый, второй, третий, четвертый вариант. Ваша сила сейчас. Диагностика. Ну что, давайте посмотрим. Первый вариант. Ваша сила сейчас. Что с ней? А вас пытаются пробить, мои дорогие. Вражки есть у вас. Есть какие-то серые баранихи или бараны. Те, которые на вас косо смотрят и хотят вас пробить. То есть на вас идет сейчас влияние. Это в словах, оно идет в разговорах. Девочки, восьмерочка выпала и мальчики. Кто-то на вас точит зуб. В конкретном смысле этого слова. Обговаривают вас, выражаются не очень хорошо. Это фразы короткие, сразу вам говорю, да. Это такие вот сучка крашеная там или еще что-то, да. Какие-то такие вот выражения. Не то, что там демагогия, монолог или еще что-то, да. Вот именно такие, знаете, не то, что недовольство вами, нет. Это идут, я бы даже сказала, обзывательства в вашу сторону здесь по этому варианту. Давайте еще глянем. А ваша сила сейчас что делает? Тот, кто вас обговаривает, умрет, мои дорогие. Короткая жизнь. А обговоры вот эти вот шпуляют в вашу сторону, потому что смерть тушка выпала здесь этому человеку, который... Короче, кто вас обзывает сейчас, девочки, услышите от кого-то плохие слова в вашу сторону, кто-то сквозь зубы будет цедить вам вслед в спину, что того ждет смерть. Я, конечно, плохого не особо хочу говорить, но то, что выпадает, то выпадает. Эти вот плохие разговоры, проклятия, которые не сколько вернутся, а сколько она это говорит от безысходности. А почему она мне пришло? Маг, девочки. Ничего не получается у кого-то. Это кто-то реально вас, девочки, пробивают, вас хотят, на вас хотят воздействовать. Возможно, была даже какая-то работа, которая не сбылась, но вы могли как-то ее ощутить, почувствовать в плане том, что, возможно, где-то какие-то нелепые случайности были, да, или еще что-то. Ну что, потеряли кошелек, подвернули ножку, там еще что-то. Ну, короче, такое несущественное, но оно должно было быть существенным. И из-за того, что оно не сбылось, причем это было сделано с определенным сроком, да, то есть и я смотрю, я вот сейчас это делаю расклад, девочки, еще осталось, сколько там, 40 минут до начала следующего дня, когда я делаю это, да, 40 минут
До воскресенья осталось. Такое ощущение, как 40 дней, да, заказывали. И оно не сбылось, мои дорогие. Сейчас у нас, когда я делаю этот расклад «Убывающая луна», даже вне зависимости от того, когда вы откроете этот расклад, эта диагностика работает, потому что вы выбираете карту. Так я вам скажу, что-то не сбылось, не сработало у кого-то, и кто-то ждал вашей смерти. Вот прям практически сегодня. Вспомните, с чем может быть связана эта дата. Посмотрите, какой сегодня лунный день, мои дорогие, да? Вот именно когда я раскладываю сейчас, ну, я раскладываю, сразу выкидываю видео в интернет, получается, то 21 и 22 лунный день у нас идут, да? 21 старший аркан мира, 22 это у нас аркан Анант называется, да, который появляется в этом, кстати, Таро, да, в других Таро для такой вот практики гадательной, это там до 21-го старшего аркана идет. Но вообще 22 старших аркана, да, а вот это по счету 22-й, но всего типа 23-й. Так что, мои дорогие, кто-то вот когда я это снимаю на тот момент, и надо это еще привязать к тому дню, когда вы гадаете, да. Что-то завтра должно такое произойти. И вот этот переход, вот между тем, вот этим гаданием, когда вы открыли это, да, как сутки проходят, ну не сутки, а вот как на следующий день в это же время заканчивается. А дело в том, что тот человек, смотрите, выпал магом вам. Ну, тут конкретно плохое влияние на вас. Кто-то магичил на вас, но у него ничего не получилось. И идет смерть, какая отработка. Магу мечи возвращаются. И втыкнуты они в него, а не в вас. Ваша сила сейчас. В чем ваша сила? Это обратка все-таки. Я думала, может, и не обратка будет. О, повешены, девочки. 100% идет обратка вашему врагу сейчас. Причем, смотрите, это прям сбудется вот сутки с момента этого расклада. Там насчет смерти. Как, например, в магии я, например, вижу смерть, и как я диагностирую после каких-то ритуалов, сразу вам так скажу, между нами говоря, да, для первого варианта. Все равно, кто выбрал другие, они этого, я думаю, не услышат, но это такая часть закрытой информации, да. Дело в том, что когда, например, делаешь какие-то черные ритуалы на обратке или там на порче или еще что-то, то получается, ну, вопрос встает, а как оно же действует, да? Девочки, у меня собаку сейчас рвет немножко. Слышали? И это не просто так. И не просто так колесо фортуны тоже выпадало. И сейчас еще собаку вырвало на вашем варианте. Ну, ее так немножко подорвало. Ну, бывает такое. Ну, короче, а я вам про что-то говорю. Будет рвать этого вашего врага. И насчет суток. Я извиняюсь, отвлекаюсь тут просто на своего песика, да. Короче, девочки, вот через сутки у нее стартует то, что она вам желала, и к смерти ведет. Это может быть даже рак. Это связано с тем, что либо оно, болезнь это завязывается, девочки, вот именно как завтра, либо это может быть какой-то, ну, случай, какая-то болезнь смертельная. Обращу ваше внимание, там уже счет пойдет определенный, да. Ну, сколько человек может прожить, сколько он там побултыхается. Но в вашу сторону и полетели ножи, девочки, в вашу сторону в плане вот этих вот слов. Но это не сколько проклятия, я прям как слышу, да, вот такие говно, чмо. Ну, такие, ну, обзывательства какие-то короткие в вашу сторону идут. И не получилась работа, на нее пошла. На нее хочется вот на нее и все. Это женского пола. Даже если вы мужчина, если вдруг кто-то гадает, да, это женщина. А как вы это увидите? И смотрите, у вас получается, а что с этим откупом? А у вас рождение девочки. Все, этот первый вариант, вот прям 100%, как я вам говорю, так оно и будет. Вот прям 100%, без всяких непоняток и всего остального. Человек заболевает
смертельной болезнью, и уже отсчет идет с вашего воскресения, с ее смертью. У нее смерть, а у вас воскресенье, понимаете? И фишка в том, что вот этот расклад я делаю сейчас в субботу, осталось уже 35 минут до конца дня, до начала ночи. Но это не столь важно. Важно то, что у вас воскресенье, ваше воскресенье начинается. Даже если вы его в понедельник, вторник, в среду, в четверг, в любой другой день смотрите это видео, да, неважно когда. Посмотрите, может у вас полнолуние или новолуние, то там будет, знаете, такая крутая месть выпадать. Это даже не с вашей стороны, а сколько вот за вас заступились. И вы перерождаетесь. А там кто-то все в повешенного превращается, а рождается ваша душа по-новому. Знаете, почему она по-новому рождается? С вами может ничего, как говорится, не происходить. Она рождается, потому что были маги... Ну, давайте еще раз посмотрим, да? Я даже вот, знаете, я сейчас так даже какая-то возбужденная психически, потому что я рада за вас, да? 8 мечей, смерти желал, маг. Это вы, пейдж, это ваше тело уже идет. И смотрите, с перевернутого, с повешенного 12-й старший аркан. Это откупной рыцарь идет, да, это высшие силы пошли. И вы, Анант, выпали. Вот. Либо это вы какую-то еще магию такую хорошую сделали, может у вас защита какая-то такая сработала капитальная, да. Ну, короче, и это даже какая-то... Знаете, тот человек, который вот умрет, да, он прекрасно понимает, за что ему это идет, что это идет за вас ему. Вы знаете, где-то, я никого не хочу тут называть имена, но есть такая программа Малахова, там, где показывали женщину ну, без носа, точнее, да. Я думаю, что если кто-то смотрит, да, то там просто гниет заживо человек, да. И там проскакивало, что это магия тебя все возвращается. Ну, так и есть, да. Ну, это между нами. Тут, короче, много шепотков между нами, девочки, сейчас получилось в этом первом раскладе. Но что есть, то есть. В общем, смотрите, да, отбило у вас что-то смертельное с вас. И прям вот это вот эти вот сутки, как на следующий день с того момента, как вы сейчас этот расклад делаете, вот вы до этого времени вы уже будете другая. Вы будете уже либо что-то знать, да, либо вот прям в будущем, девочки, когда вот это случится именно, да, наяву случится смерть у этого человека. И может вы вспомните это гадание, может не вспомните, но вы соедините у себя в мозгу, вот как это все происходило, вам будет видно. Вам будет видно в будущем то, что, возможно, сейчас ну, вы не видите. Короче, такой вот странный, конечно, вариант, но четкий, очень четкий. Вот такой вот первый. А какова сейчас, мы еще не посмотрели до конца, какая ваша сила сейчас. И, кстати, это 13 минута, даже видео идет, столько всего каких-то совпадений много. Ну ладно. Ваша сила сейчас какая? Одной картой скажи. Смотрите, какой лев выпал, еще 6. Вы вместо этого человека познакомитесь с каким-то новым человеком, который займет место вот этого, который умрет. Будет другой, будет хороший. Был отрицательный, как говорится, в кавычках, героиня. Отрицательная героиня. Будет у вас положительная героиня взамен этой. Понимаете? Как повешенный перевернется. На картах Таро 12-й старший аркан повешенного, он живой на картах. Не трупик, а живой, девочки. Так что смотрите, у вас будет все хорошо. И дороженьки ваши тоже открыты. Первый вариант. Второй вариант. Давайте посмотрим. Ваша сила сейчас. Боже мой, какая красота выпадает мне. Первый вариант очень красивый с точки зрения черной магии был.
А сейчас вам выпал второй вариант. Дьявол, девочки. Сила сильная, силушка есть. Это карта ясновидцев, экстрасенсов. Возможно, девочки, вы открыли себя в целительстве, да. И я вам скажу, что этим надо всем заниматься, мои дорогие, да. Если вы вдруг чувствуете, что у вас как-то силы падают, да, что вам как-то плохо живется, вы в унынии, в депресснике каком-то, это, девочки, говорит не о том, что ваша сила снижается, а в том, что у вас идет переполнение, да, это, как говорится, надо расширительный бачок, как в автомобиле иметь, да, то есть вам надо спускать газ, спускать свою энергетику на других людей и в помощь другим людям. У вас очень большие способности и огромный потенциал. И вот я вас сейчас учу, когда меня, девочки, в этом никто не учил, я до этого сама дошла вот в своем ведьмовстве. Я дошла до того, когда я впадаю в какое-то такое вот уныние, депрессию, либо где-то у меня опускаются руки. Я тоже вот где-то пыталась витаминок попить или еще что-то. Нифига, девочки. Это называется, надо сбрасывать не негативную энергетику, а именно помогать другим людям. Как только вы помогаете другим людям, причем карта дьявола, 15-й старший аркан, обязательно с откупами. То есть вы кому-то в чем-то помогли, вам хотя бы копеечку какую-то попросите. Понимаете? Это как цветы надо воровать, да, для того, чтобы они прижились. Что это... Или, если не воровать, а просишь копеечку, как будто продавать, да, лучше. То же самое и с вами. Надо работать, мои дорогие, с людьми. Посмотрите, кто нуждается в вашей помощи. Начните с близких. Начните просто с близких, просто помогите. А когда вы посчитали, что вы помогли, а человек не, ну, как бы это было завуалировано, возьмите, попросите у него хотя бы одну копеечку. Не в долг, не в это, а просто типа... И вот эти вот копеечки собирайте, понимаете? Знаете, для чего они пригодятся? Для откупов хороших вам. Так что ваша сила сейчас топчик, девочки, топчик. Даже если вы очень счастливо себя чувствуете, молодцы. Если вы в какой-то депрессии, если вам как-то плохо, с рук вон все выходит, возьмите и обмен энергией делайте это все. Я немного сейчас это заикаюсь, девочки, может, не особо говорю, потому что наговорилась уже сегодня. Но, блин, тема горячая и классная. В общем, работайте с людьми, мои дорогие. Берите копеечки, эти копеечки пойдут на откупы вам в других каких-то работах. Надо работать. Тут все, сила сильная есть, харизма сильная, да, такая очень мощная идет. Ну, еще одну карту достанем. И кубки, семерка кубков. Вы сильны еще, у вас очень сильный сейчас любовный канал. То есть такое ощущение, что кто-то недолюбленный есть еще. Вам надо еще кого-то полюбить, как ни странно звучит, да. То есть это может быть доброта к животным каким-то. Возьмите фамильярчиков, покормите. Там где-то бездомных котиков, собачек или еще что-то. Короче, вам надо еще, как бы, вам говорят, дьявол и полюбить, да? Полюби еще кого-нибудь. Ваша сила сейчас. Прикольно, мои дорогие, но вам еще один кубковый выпал рыцарь. Это мужского пола. Что, кто-то или что-то мужского пола, девочки. Кобелек, котик, мужчина, ребенок мужского пола, да. Подарите ему частичку своей любви, мои дорогие. Ну, сила сильная здесь идет. Тут, в принципе, даже и нечего дальше и диагностировать. Ну что, давайте посмотрим третий вариант. Ваша сила сейчас, какая у вас сейчас сила, мои дорогие. Надо сейчас спрятаться, посидеть, отдохнуть, пересидеть какой-то момент надо. Если у вас сейчас какой-то спорный момент, мои дорогие, идут, да, какие-то непонятки, пережидайте, переждите что-то. Если ждете каких-то решений, там, собеседований, ну, короче, чего-то вы ждете, ожидайте. Остановитесь, не спешите, отдохните, посидите на пеньке, да подумайте. Ваша сила сейчас.
Вам потребуется, а знаете почему? Карты говорят вам сейчас отдохнуть от всего, поменьше, как говорится, там кидаться на амбразуру, не особо строить какие-то планы на ближайшее будущее, выкроить какие-то выходные, побыть наедине с собой, побыть, возможно, с родными, на природе, восстановить силы вам надо. Почему это надо вам сделать? 12-й старший аркан Солнца. У вас, получается, должна восстановиться ваша энергетика. Вы очень сложный человек, у вас сложная энергетика идет. 12-й старший аркан Солнца. Вы должны научиться гармонизировать себя по всем 4 стихиям. Да? Как я, например, это делаю по-быстрому. Смотрите, вода– это бассейн, это покупаться. Я, например, сейчас не хожу в бассейн, сейчас лето, я купаюсь в пресной, правда, холодноватой, проточной реке, девочки. Не в озере даже, а в реке. Вот чтобы такое вот холодненькое было, прям вообще, да. И я бы не сказала, что там долго покупаешься, но все же. Вот проточная, я так восстанавливаюсь капец как. Дальше. Босыми ножками по земле походить, именно по земле. Вечером, вот если вы в квартире живете, и либо в доме живете, да, возьмите перед сном, выйдите босыми ногами на улицу. Понимаете? И потопчитесь немножко. Потопчитесь просто на земле, хотя бы так, да. Дальше, воздух. Вы боитесь высоты, девочки? Я не боюсь высоты, да, но как-то настороженно к ней отношусь с точки зрения физиологии. Но для того, когда мне надо восстановить свою воздушную стихию, да, а у меня она как водолея должна быть все время сильная, то я, например, люблю взбираться на какие-то здания. Чем выше постоять, да, чем выше я стою, тем лучше. Есть такой загончик, кстати, как стоять и набираться энергии с воздуха, да, стоять на одной ноге. Ну, может в йоге что-то похожее есть, да, на одной ноге. Огонь свечечками себе почистить. Девочки, у меня, кстати, вот свечи, я их, конечно, еще не выставляла, но у меня есть такие белые факелы, да, и, короче, я когда прожигаю дома, у меня, как только прожгу свечу, короче, белый факел, да, вот просто пожгу дома. Там похожу, там. После этого у меня все время какая-то чупакабра вылазит. Ну, не чупакабра, а полтергейст, там, привидениями, как угодно можно назвать, но много чего такого интересного случается. Вот именно когда белые жгу свечи. Попробуйте и вы. Огонь. Это свечи, мои дорогие. Свечу, когда пожжешь, уже легче становится. Может, монастырские у вас какие-то свечки есть, может, еще какие-нибудь, девочки. Пожгите. Парафиновые тоже пойдет. Но лучше всего, конечно, восковые, потому что воск пчелки делают. И я про воск тоже много вам говорила. Кстати, пчелы, когда делают соты, да, это шестиугольники, гексаграмма. Гексаграмма, вы сами знаете, что это защитная. Для того, чтобы она с идеальными углами получилась, пчелки лапками своими разогревают воск до температуры практически человеческого тела. Там 35,7, 36,6, может быть, девочки. Так что, если про мед, много интересной информации есть. Вот такие вот дела. Так что смотрите, у вас будет подъем ваших сил и очень серьезный, девочки, да. Пожалуйста, не забывайте про свое здоровье сейчас, потому что оно на самом деле очень важно. Вы можете пропустить вот эту вспышку. Что такое вспышка? 19-й старший аркан. Это кармический аркан, 19-й солнце, да. Вам, как говорится, на рассвете надо проснуться трезвой, бодрой, выспавшейся и здоровой. Понимаете? Потому что что-то будет очень конкретное, серьезное. Скоро, пару месяцев происходить в вашей жизни, девочки. Вот 2 месяца, да? Что-то такое конкретное, какое-то... И вам надо это все вытянуть. И вам тут карты говорят, да, что остановись, присядь, отдохни, наберись энергетики, потому что скоро тебя ждут положительные изменения в жизни. Но если ты будешь
сейчас, знаешь, в болезненном состоянии, в депрессухе, куда-то спешить, рвать когти, что-то это вот ты вот этот в 19-й старший аркан кармический проработки, да, ты войдешь тяжело. Тебе это надо? Так, ваша сила сейчас. Давайте посмотрим еще. Кубки опять пошли. Пентакли. Не, определенно надо отдохнуть от чего-то, как загналась ты. Тебе надо сесть отдохнуть. Тут тебя ждет что-то, реально, вот я бы сказала, 2 месяца, да. Может, я где-то немножко это промахиваюсь, именно там 2,5 месяца, либо 1,5 месяца, вот туда-сюда, чуть-чуть, да. И у тебя какие-то такие изменения жизненные грядут в хорошую сторону, а тебе надо силы для этого. Причем эти изменения такие, знаешь, на фоне родить ребенка, переехать в новое жилище. Это может у кого-то выражаться, тут кубки были в плане любовном, да, придет тот мужчина, которого надо будет любить. Так что смотрите, девочки, карты говорят вам передохнуть. Ну, давайте еще глянем. А ваша сила сейчас какая? Надо отдохнуть. 13-й старший аркан. Остановись. Остановись. Что-то не делай сейчас что-то такое, что, на что у тебя уйдет сейчас много сил. Не делай. Отложи пока. Королевишна моя. Королева Пентаклей выпала. Надо восстановить силы, потому что ты можешь не справиться с тем, что будет у тебя через 2 месяца. А кто это у тебя отсасывает энергетику твою? А ты знаешь, что у тебя энергетика-то уходит, выплывает. А как это услышать, куда она идет? У тебя будет такой момент. С тебя потребует мужчина какой-то, выполнение чего-то сверх твоих сил, которые сейчас. А карты тебе говорят, не делай то, что тебе будет говорить мужчина сделать. Вот в ближайшее время не делай никаких тех указаний, которые будет тебе говорить мужчина. Либо это отложи до перевернутой луны. Сейчас у нас убывающая, значит, надо отложить это дело до растущей луны. Либо, если ты гадаешь, не нашла этот расклад попозже, да, то тебе, вот посмотри, какая луна, и тебе надо отложить это дело на перевернутую эту луну. То есть, если растущая, значит, мы откладываем на убывающую, если убывающая, мы откладываем на растущую. Если полнолуние, мы откладываем это дело четко на новолуние. И наоборот, если новолуние, то откладываем четко на полнолуние. Для того, чтобы не сбиться с пути, мои дорогие. Очень живая энергетика идет от этого расклада, что я сейчас выкладывала. Знаешь, такая живая-живая женщина, как будто я чувствую запах твой, понимаешь? Живое такое тело, яркие цвета идут мне. И не зря. 21-й старший аркан мира. Жизнь поменяется у тебя. Да. Видишь, повешенный выпал. Вот эта карта повешенного. И 21-й старший аркан. И там выпадала смерть. Не делай того, что тебе прикажет делать мужчина. Хотя бы отложи это дело на другую луну, да, хоть что, чтобы не вестись, потому что у тебя конкретно такой реально отток энергетики идет, и тебе надо остановиться, не делать, что тебе скажет мужчина, потому что через 2 месяца у тебя будет Солнце, 19-й старший аркан. И ты выходишь в состояние повешенного. Девочки, если у кого-то какие-то проблемы, причем с психикой, да, если вы в депресснике, если вы бьетесь как птица в окно, да, и ничего не получается, все будет получаться, все будет хорошо. Надо потерпеть, отдохнуть надо.
И подумать, девочки, нафига вы делаете то. Вот к вам сейчас придет мужик и будет говорить, диктовать, как вам жить и что вам делать. Ничего не слушаем и откладываем это дело. Вот прям нагло откладываем. Вот такой вот, мои дорогие, третий вариант. Четвертый вариант. Давайте посмотрим. Ваша сила сейчас. Диагностика. У нас выпал рыцарь. Боевая энергетика идет. Это боевая женщина, боевой мужчина, боевая магия. Это идет такие, знаете, очень активные суккубы, инкубы я тут еще и добавила, да. Тут идет от вас сексуальная энергетика, которая направлена не в сторону каких-то даже определенных людей, а в сторону каких-то действий ваших. То есть вы с какой-то своей сексуальной энергией занимаетесь каким-то делом, которое к сексу ничего общего не имеет, в общем. Это как вам такое вот сказать? Ну, то есть у вас какой-то гормоновый адреналин, который заставляет вас либо очень много работать, либо вы вот чем-то решили заниматься, что куда-то хочется чем-то новым, туда-сюда, пятое-десятое. Это идет от вашей сексуальной энергетики. Да капец, какая еще сексуальная энергетика. Выброс идет не в ту сторону. То есть, смотрите, что по вашей силе, да? То есть у вас сейчас как-то в вас гуляют гормоны. Даже если вы в возрасте там 60-70 лет, да, и кажется, что климакс уже прошел и секса уже не хочется, но у вас сексуальная энергия идет в русло либо работы, либо творчества, либо еще чего-то. Вы зачем-то погнались, вы гоните какую-то свою идею с помощью вот этой сексуальной энергетики. То есть, если бы вы полностью реализовали эту сексуальную энергетику именно в интиме, в сексе, да, то вы бы этим делом бы не занимались. Давайте еще посмотрим. Ваша сила сейчас. Ну, какая-то гонка, мои дорогие, какой-то кипиш намечается в вашей жизни. Вы его создали сами, но с помощью своего, знаете, гормонового адреналина. Если это отношения с мужчиной, вы торопите события, мои дорогие, да? Вы гоните лошадей, ваши лошади конкретно так бегут очень сильно, галопом настоящим, да. Что, кофе вы, что ли, попили? Торопите события, не торопите события. Вы не переоделись, девочки. Королева тут выпадает, пентаклевая и влюбленная, да. Не торопите события. Тут карты показывают, что вы в чем-то торопите события. В своих желаниях, в целях и все остальное. Из-за этого вы можете упахаться, вы можете быть неудовлетворены отношениями с мужчинами, потому что будет такое ощущение, да меня никто не понимает, меня никто не может догнать, да. А вы выпадаете вот пентаклевой королевой, какая вы должны быть в душе. А сейчас как будто, знаете, кофе попили, напились и такая, надо быстрее, 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 у меня столько энергетики, давай быстрее делать и все остальное. Спешка нужна только при ловле блох, как говорится, а не в жизни. А что у вас с волосами, девочки, здесь идет? Нулевой старший аркан, девочки. Дурак выпадает. А что это такое? А вы, девочки, в курсе? Вот эти вот гормоны. Тут гормоны прямо на первом месте. У кого-то из вас вот так вот этот месяц ближайший, да, какой-то овуляционный, девочки. Овуляхи вы мои. Это что-то реально с гормонами связано, с женскими гормонами.
А если вы мужчина, если вдруг мужчина смотрит, то это с мужскими гормонами связано, именно которые нужны для воспроизведения потомства, для деторождения, да. То есть это пролактины и еже с ними. Вот эти вот именно гормоны шалят у вас. И вот эти гормоны заставляют вас двигаться в каких-то тех делах, на которые вы бы не обратили бы внимания в другом своем состоянии. Если вам даже вот вы в том постклиматическом, климаторическом периоде находитесь, то есть у вас уже там нету таких, не шумит пролактин, девочки, или не шумит тестостерон у вас, да, но все равно тут другие какие-то гормоны задействованы, все равно связанные, как ни странно, с деторождением. Обратите на это внимание, на гормональный свой фон обратите внимание, что у вас происходит. Может быть какой-то тремор рук, может быть какая-то спешка. У меня, например, от вашего расклада здесь, да, такое ощущение, что у меня кто-то в голове вот копошится и состояние таких мурах каких-то в голове. К чему это? Непонятно. Как будто кто-то касается вашей головы. Я к чему? Может, кто-то как раз забеременеет, просто ребенок идет, когда ребенок идет уже за 3 месяца, как бы он к вам подходит. Возможно, и это, кто хочет. Давайте еще глянем. Ваша сила сейчас. С вами кто-то есть. Тут идет на вашем раскладе, что рядом с вами еще кто-то чувствуется. Понимаете? Чувствуется какое-то живое что-то. Очень живая энергетика с вами, но маленького размера чувствуется. Она хорошая. Это какой-то либо фамильяр, может ангелок ваш, может еще что-то. Ну, в общем, смотрите, как вы идете. Интересно. Я бы так сказала, да, вот если четко вот сказать, какие ощущения идут от этого расклада, да, как женщина, которая скоро забеременеет, это раз. Либо женщина, которая спустился, ее ребеночек. Это может, у кого-то это может, у ведьмы это может быть фонит фамильярчик ее, который рядом где-то сидит, понимаете? Вот это маленькое существо вот такое. Причем я вам скажу, я не хвастаюсь, но я вам все равно скажу, что я, например, даже умерших людей, когда представляю дом и то место, где человек спал, ну, короче, в экстрасенсорике, да, и я вижу таких маленьких, а потом я говорю, а что это такое было? А это был аборт, оказывалось, понимаете, у людей. И причем это через, я не знаю, сколько десятков лет. Это видно, понимаете, что там даже вот эти вот летают. И у вас что такое? Я не скажу, что это там аборт у кого-то еще. Это какой-то ваш фамильярчик, живое существо рядом. Либо оно зайдет в вас, и вы родите кого-то, да, либо это ваш домашний питомец так сильно чувствуется, он у ведьм. Он чувствуется у людей со способностями, да. И вот ваши вот эти вот гормоны, они повышенный этот гормон связан с тем этим живым существом как-то. Девочки, объясняю, как могу, потому что все-таки это гадание общее для Ютуба, и мне сейчас приходится находить эти общие слова. Намного легче говорить это, знаете, человеку определенному, когда ты не подбираешь общие слова, да, а говоришь уже так, как есть. Вот такое гадание, мои дорогие, были. Не забудьте, в начале, девочки, выпадала у нас карта. Карта 10-й старший аркан нам выпадал с вами. Когда он выпадает с колоды, там, смотря какая карта выпадает, я загадываю желание. Так что загадывайте, мои дорогие, желания, поставьте лайчочек, и пусть все желания, которые вы лайкнули, пусть сбудутся. Это у нас такой маленький с вами эгрегор счастья. Все, мои дорогие, люблю вас, целую, обнимаю. Пока-пока.